Здравствуйте, друзья! 22 августа в салоне «Домашние кинотеатры» компания Venirvana состоялось долгожданное сравнительное тестирование премиальных 4К проекторов Sony GVC. Цели этого мероприятия были следующими: провести тестирование потребительских качеств проекторов, являющихся главными конкурентами на рынке, выявить их сильные и слабые стороны, дать объективную и субъективную оценку и сделать соответствующий вывод. Надеемся, что это будет интересно как тем, кто планирует купить себе проектор, так и всем, кто интересуется передовыми технологиями в области домашнего кино. В первой части было проведено тестирование проекторов Sony 270 и GVC-N5, во второй – Sony 760 и GVC-N7. Как вы видите, у нас 4 аппарата, Sony 270 и GVC-N5, вот их первыми будем сравнивать, они как бы, примерно в одной ценовой категории, поэтому, наверное, это был бы наиболее корректный вариант. И следующий этап — это GVC-N7 и Sony 760. Тут можно возразить, что 760 сильно дороже, но на самом деле она, в принципе, как бы в этой категории позиционируется производителем как премиальный аппарат. Да, смысла сравнить ее, по-моему, с 570 никакого нет, потому что отличия между 270 и 570, они, косметические, там, наличие диафрагмы, поэтому ограничимся вот этими 4 аппаратами. Все 4 проектора основаны на полноценных 4К матрицах с разрешением 4096 на 2160 пикселей. Все они построены по технологии LCOS, то есть отражающие жидкокристаллические панели на кремний. Тестирование проводилось на экране Stuart Sima с полотном Neva. Прежде чем приступить к тестированию, были проведены замеры яркости и контраста всех проекторов, участвующих в батле. Озвучит результаты проведенных им измерений участник профильной ветки форума XBT Максим Зарубин. Значит, замеры GVC-N5. На низкой лампе 925 люмен, на высокой лампе 1380 люмен. Контраст суммарный 25 тысяч к 1. Почему суммарный? Потому что у него середина лучше, чем края, и это существенно, и, соответственно, замерили и получили вот такое некое усреднение, хотя, в принципе, центр у него хороший. Далее идет N7. Значит, по ощущениям, по тому, как выглядел черный цвет, очень хороший экземпляр показалось. Значит, практически нет никаких засветок по углам, все ровненько. Значит, на низкой лампе у него порядка 825 люмен, а на высокой у него чуть-чуть поменьше, чем у N5, там 1280 люмен. Контрастность 32 тысячи к 1. Еще хочу сказать, что контрастность это вся на открытой диафрагме, то есть N5 он из коробки новый, поэтому да. Он ярче. Да, то есть он чуть-чуть поярче. Далее идет у нас 270 Sony, то есть, соответственно, несмотря на то, что у нее порядка 1000 часов уже на счетчике, там 836 часов, получилось 835 люмен на лоу лампе и на высокий получилось 1200 люмен. Контраст 15 тысяч к 1. То есть экран равномерный, черный равномерный, понятно, что похуже N7, это видно. Но равномерный, никаких засветов, ничего нету. 760 Sony на максимальном лазере показала 1300 люмен и контрастность 15 тысяч к 1. При этом визуально показалось, что у нее контраст даже похуже 270. В данной таблице приведены значения натуральной контрастности, измеренные по методике On-Off при выключенных системах динамического ее усиления, когда измеряется отношение освещенности белого поля к черному. Поэтому сами по себе цифры контраста могут отличаться в ту или иную сторону за счет как глубины черного, так и яркости белого. Поэтому необходимо прокомментировать глубину и равномерность черного у всех 4 аппаратов, побывавших на тестировании. К сожалению, динамического диапазона цифровой камеры при репортажной съемке оказалось недостаточно, чтобы продемонстрировать на видео различия в уровне черного у проекторов, в отличие от того, что способно увидеть человеческое зрение. Поэтому я лишь озвучу то, в чем участники мероприятия убедились лично. 3 проектора Sony 270, Sony 760, а также GVC-N7 продемонстрировали хорошую равномерность черного. Однако очевидным для всех участников лидером стал проектор GVC-N7, который демонстрирует очень глубокий черный цвет. Sony 760, как это ни странно, имел меньшую глубину черного, чем Sony 270, а большее значение измеренной контрастности объясняется большей яркостью за счет лазерного источника света. Что
Что же касается GVCN5, то, как уже было сказано, доставшийся на тестирование экземпляр имел выраженную неравномерность по яркости на черном поле, так называемые яркие углы. Эта проблема в целом характерна для технологии LCOS, а ее выраженность варьируется от экземпляра к экземпляру. Помимо абсолютно черного поля, на экран также выводились заливки с белыми объектами различных размеров на черном фоне, чтобы продемонстрировать, как проекторы сохраняют при этом контрастность и глубину черного. Лучший результат показали GVCN7 и Sony 270, которым примерно одинаково хорошо удавалось сохранить контрастность и пластичность изображения. Sony 760 оказался на третьем месте. Оба проектора Sony стоит отметить за практически полное отсутствие гало, то есть свечения вокруг ярких объектов на черном фоне. GVCN5 стал аутсайдером на этом этапе. На данной категории тестов у всех 4 проекторов в той или иной степени присутствовал так называемый стрикинг, то есть тонкие светлые полосы от ярких и при этом также тонких объектов на черном фоне. При этом у проекторов Sony был заметен вертикальный стрикинг, а у GVC горизонтальный. В реальном содержании этот эффект заметен обычно на титрах. Итак, начинаем первый этап тестирования, в котором принимают участие младшие модели 4K LCOS проекторов компании Sony GVC, а именно Sony 270 и GVCN5. Оба проектора находятся примерно в одной ценовой категории, оба построены на традиционной лампе, а не на лазер. Однако проектор Sony имеет пробег лампы 836 часов, проектор GVCN5 абсолютно новый. Первые две тестовых заливки посвящены проверке четкости и разрешения проектора. К сожалению, на видео какой-либо разницы между проекторами с расстояния съемки увидеть практически невозможно. Поэтому остается только сообщить, что оба проектора показали свою способность в полной мере отображать разрешение 4К пиксель в пиксель. Однако с точки зрения равномерности фокусировки и резкости, проектор Sony 270 был все же лучше своего конкурента от GVC. Поначалу мы даже решили, что у Sony включен фирменный усилитель резкости Reality Creation, однако это оказалось не так. Тем не менее, не покидало ощущение того, что резкость у Sony все же усилена на программном уровне, свидетельством чему является явное подчеркивание контуров объекта. На обоих проекторах при этом была выключена цифровая компенсация несведения матриц. Здесь стоит вновь отметить очень высокое качество сведения у проектора Sony 270. Забегая вперед, скажу, что оптическое качество объектива младшей Sony оказалось даже лучше старшей модели Sony 760. Так что распространенное мнение о низком качестве оптики в проекторах Sony последних поколений можно признать как минимум преувеличенным. Следующие тестовые заливки нужны для проверки яркостной и цветостной равномерности проектора. Оба аппарата показали весьма достойный результат, то есть каких-либо значимых отклонений по яркости и равномерности цвета на белом и сером фоне не продемонстрировали. Следующий тест посвящен плавности передачи градиентов и наличию или отсутствию так называемого бандинга, то есть ступенчатости передачи яркостных и цветостных переходов. На представленных тестовых видео заметен сильный бандинг на Sony 270. У этого аппарата есть программная функция, уменьшающая степень выраженности проблемы, так называемая плавная градация. На тестируемом аппарате она была включена на самое низкое значение, и, как мы можем убедиться, это не помогло. Однако стоит заметить, что эта проблема характерна только для HDR-сигнала, в котором, собственно, и записаны тестовые ролики. Однако в SDR на GVC плавность передачи градиентов выше. Нужно иметь в виду, что плавность вывода градиентов зависит не только от проектора, но и от качества и уровня дезеринга в источнике сигнала. Так, если вы используете в качестве источника HTPC, то есть домашний кинотеатр на базе компьютера, и рендер MadVR, то проблему можно свести к минимуму или исключить вовсе. Следующая серия тестов имеет целью продемонстрировать, насколько каждый из проекторов справляется с тон-маппингом сигнала HDR, то есть его адаптация к скромным по сравнению с современными телевизорами яркостными возможностями проекта. В этом тесте на экран выводятся плашки с разными цветами с яркостью до 950 и до 4000 нит. В первой серии плашек оба проектора справляются с тон-маппингом без замечаний. Все плашки моргают и отображаются одинаково четко. На второй серии с яркостью плашек до 4000 нит GVCN5 обнаруживает сокрушительное преимущество за счет системы динамического тон-маппинга Frame Adapt HDR. Следующий тестовый ролик демонстрирует по сути то же самое. Платье девушки с ростом яркости начинает терять текстуру на проекторе Sony после 3000 нит. На GVC текстура сохраняется до самых экстремальных значений яркости.
Стоит отметить, что решение этой проблемы также возможно с помощью использования в качестве источника сигнала либо внешнего процессора, либо HTPC с рендером Madware, последние тестовые сборки которого также используют очень эффективный и качественный алгоритм динамического тон-маппинга. Далее сравним, как проектор отрабатывает движение в кадре на примере знаменитой сцены с круговой панорамой из фильма «Red». Как можно увидеть, оба аппарата отображают эту сцену практически одинаково. Движение явно дискретное и дерганное. Интересно будет посмотреть на то, как на этой сцене сработает система кадровой интерполяции, которую еще называют уплавнялкой. Включаем кадровую интерполяцию на обоих проекторах на высокий уровень. Как видно, оба проектора успешно справились с уплавнением картинки, однако у Sony можно было заметить небольшие ложные контуры от объектов на светлом фоне. Далее переключаем кадровую интерполяцию на обоих проекторах на низкий уровень. Видно, что у проектора Sony различий между высоким и низким уровнем интерполяции почти нет. В обоих случаях есть эффект мыльной оперы, а вот GVC низкий уровень делает уплавнялку едва заметно, но при этом помогает справиться с явными рывками при панорамировании. Далее переходим к двум роликам, призванным продемонстрировать четкость движений, и отключаем кадровую интерполяцию на проекторах. В итоге видно, что оба проектора демонстрируют практически одинаковое качество передачи движений. Следующий этап сравнения проекторов – это одновременная демонстрация фрагментов из фильма в формате SDR, то есть в стандартном динамическом диапазоне, на двух аппаратах. На обоих проекторах были включены динамические механизмы усиления контраста, с тем, чтобы потенциальный покупатель мог увидеть все реальные возможности проектора. На GVC включена динамическая диафрагма, а на Sony – функция Contrast Enhanced. Если обобщать то, что мы видим на экране, можно заключить, что GVC-N5 существенно выигрывает у Sony в самых темных сценах с очень низкой яркостью, или APM, от 1 пикселя до 1% яркости. Однако при появлении в кадре достаточно крупного светлого объекта пальму первенства нужно отдать Sony 270, которая, соответственно, лидирует в смешанных и светлых сценах. Далее перейдем к просмотру фрагментов в HDR формате. И здесь я вновь напоминаю о том, что в активе GVC-N5 есть система динамического тон-маппинга Frame Adapt HDR, которая предсказуемо дает ему безусловное преимущество над Sony 270. Итак, первые же кадры из мультфильма «В поисках Немо» подтверждают это. Даже отмеченное нами ранее преимущество Sony по контрастности в светлых сценах не спасает ее от безоговорочного проигрыша GVC-N5. Во второй части нашего сравнительного тестирования участвуют также два проектора от компании Sony и GVC. Это лазерный Sony 760 и ламповый GVC-N7. С точки зрения цены их трудно назвать одноклассниками. Проектор Sony почти вдвое дороже своего конкурента. Однако его цена обусловлена дороговизной лазерного источника света. Отличие же между моделями 270 и 570 от Sony сводится лишь к чуть большей яркости у старшей модели и наличию у нее диафрагмы объектива. Поэтому сравнение предтоповой модели от GVC, то есть N7, с предтопом от Sony, представляется достаточно логичным. Интересно будет также посмотреть на то, как на картинку влияет характер источника света, то есть лазера и лампы. Участники мероприятия сошлись во мнении, что оба аппарата полностью пиксель в пиксель разрешают сигнал 4К и оба не идеальны с точки зрения резкости и сведения панели. При рассмотрении картинки, что называется, носом в экран, можно было заметить у обоих проекторов некоторую мягкость контуров и недостаточно четкую фокусировку, а также цветную окантовку от несведения панели, что, впрочем, легко можно поправить через меню с помощью цифровой коррекции. Для тестирования по синтетическим тестам усилители резкости сигнала были выключены, но при их активации никакого ощущения расфокусировки или излишней мягкости изображения на обоих аппаратах в реальном материале не было. Сравнение плавности отображения градиентов демонстрирует такие же результаты, как и при сравнении Sony 270 и GVC-N5. У Sony при подаче HDR сигнала наблюдается сильный цветной бандинг, градиенты на серой заливке также немного грубоватые. У GVC нет ни цветностного, ни яркостного бандинга, градиентные переходы очень плавные. Оценка качества HDR тон-маппинга по синтетическим тестам в обоих проекторах, так же как и в предыдущем тесте, показывает явное преимущество динамической системы Frame Adapt HDR у GVC перед статической системой тон-маппинга у Sony. До значения яркости 1000 нит Sony справляется с сохранением бликов, потом начинается их постепенное отсечение.
которое со значения 3000 нит приводит к практически полному отсечению, что в реальном материале повлечет потерю деталей в самых ярких областях изображения. Тест с движущейся картой демонстрирует четкость шрифтов движений. Здесь тестируемые аппараты при отключенной кадровой интерполяции показали неоднозначный результат. С одной стороны, панорамирование на GVC-N7 выглядит более плавным и приятным, но с другой, четкость двигающегося шрифта была выше на Sony 760. Однако включение в GVC функции улучшения движения, фактически это разгон панелей за счет увеличения напряжения, делает четкость движений на GVC такой же, как и на Sony, при одновременном сохранении плавности панорамирования. Включение кадровой интерполяции на максимальное значение на обоих аппаратах делает изображение практически одинаковым. Однако на низком значении уплавнялка у Sony ведет себя более агрессивно. Далее приступим к просмотру фрагментов фильма в формате SDR на тестируемых проекторах. Первый же очень темный фрагмент из фильма «Гравитация» демонстрирует подавляющее преимущество GVC-N7 по контрасту и уровню черного, причем даже тогда, когда в кадре появляются яркие объекты. Далее, для того, чтобы дать 760 Sony шанс проявить свои возможности в лазерном димминге, были включены динамические системы усиления контраста в обоих аппаратах, а именно автоматическая диафрагма в GVC-N7 и лазерный димминг, а также контраст-энхансер в Sony 760. Тем более было интересно посмотреть на обещанный в последней прошивке Sony увеличенный динамический контраст. Разумеется, перед тестированием прошивка была установлена. В результате мы убедились в том, что производитель не обманул. Субъективно воспринимаемый контраст заметно возрос, однако в темных и смешанных сценах это не дало Sony 760 догнать GVC-N7 из существенно более высокого, то есть худшего, уровня черного, показателем которого является именно нативная, то есть натуральная контрастность. Следующим этапом тестирования стало сравнение качества отображения фрагментов из фильмов в формате HDR на Sony 760 и GVC-N7. Результаты можно прокомментировать так. Если в темных сценах GVC-N7 продолжал держать безоговорочное лидерство, то в светлых и смешанных сценах Sony преподнесла нам сюрприз. По мнению участников мероприятия, светлый HDR-контент выглядел на Sony 760 более ярким и живым, несмотря на некоторый клиппинг в цветах. В этом плане 760-я модель оказалась практически на порядок лучше младшей 270-й. Справедливости ради стоит отметить, что при желании алгоритм Frame Adapt HDR GVC можно переключить с режима авто, установленного по умолчанию, на яркий, в котором приоритет отдается общей яркости сцены за счет большей компрессии в бликах, и в итоге получить такой же точный результат с точки зрения общей воспринимаемой яркости, как и на 760 Sony. Однако, на мой взгляд, сохранение детализации в бликах все же важнее. В любом случае, это вопрос личных предпочтений. Итак, после проведения всех запланированных этапов тестирования можно переходить к подведению итогов. Всем участникам нашего мероприятия было предложено заполнить анкету, в которой они по 10 критериям должны были выставить оценки проекторам, участвующим в батле. Каждый критерий оценивался максимум в 10 баллов. Таким образом, каждый из проекторов мог получить в совокупности 100 баллов. После обработки заполненных анкет мы вывели средний балл за каждый критерий и средний общий балл по каждому проекту. Результаты вы можете увидеть на экране. Если попытаться кратко подвести итоги тестирования, то можно сказать следующее. На первом месте по итогам сравнительного тестирования оказался проектор GVC-N7, который был лучшим по большинству критериев оценивания. Этот аппарат в полной мере подтверждает славу проекторов GVC как лидеров в области натуральной контрастности и уровней черного. Тем не менее, каждый из 4 аппаратов, участвовавших в тестировании, показал себя очень достойно и может удовлетворить настоящего ценителя кино на большом экране. У каждого из этих проекторов есть свои сильные и слабые стороны, и ни один из них не является абсолютным совершенством. Потенциальный же покупатель будет делать свой выбор, основываясь на том, какие критерии качества изображения именно для него являются приоритетными. Надеемся, что это видео было для вас интересным и окажется полезным в вопросе выбора проектора для домашнего кинотеатра. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и вопросы под видео и подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще много интересного.
Спасибо.